Я как раз из душа. Сейчас с вами будем рисовать настрой на день. Сегодня рисуем настрой на день. Еще до того, как вы выбрали одежду, подобрали обувь, аксессуары, сумки и все прочее, делаем настрой на день, на его события, входим в состояние своего успешного дня. И именно уже после того, как вы это состояние поймали, его прочувствовали, из него начинаем подбирать то, как мы будем выглядеть в этот день. Это важно, потому что именно когда все это в комплексе из вашего состояния успешного дня, это подтянет и ваши нужные реакции на события, ваши эмоции. Вы будете говорить, что надо, как надо и когда надо. Будете реагировать оптимально и гармонично для себя, и именно так, как нужно для того результата, который будете рисовать сегодня вместе со мной. Небольшое пояснение для участников моего тренинга «Переход в комфорт». Там у нас тоже есть настрой на мое идеальное утро, которое можно также рисовать и на день, и на вечер, и на дом, и на семью, и на что угодно. Но если там мы прорабатываем все по 5 уровням комфорта, и это такая техника глубокая, интенсивная, для мощного результата, то сегодняшний рисунок — это такой, знаете, очень быстрый метод, прям экспрессович, чтобы сели минут за 15, максимум 30, набросали, поняли, что хотите, настроились, вошли в состояние, и уже из этого состояния начали формировать свою реальность и свой день. Хватит слов, пойдемте рисовать. Рисовать будем на формате А5, то есть половинка А4. Если у вас есть время, можете писать 20 слов за 2 минуты. У меня его нет, потому что это реально очень экспресс-метод. Сразу приступаем. Первым делом рисую круг как образ моего сегодняшнего дня, идеального. Именно таким, каким я его вижу, какой бы мне хотелось, чтобы он был. Сразу же провожу пару нейролиний, задавая свой настрой, что бы я хотела в этом дне, какие эмоции хочу испытывать. Обязательно эти линии должны проходить сквозь наш круг нашего дня. Я думаю, 3 будет достаточно. Закладываем те ощущения, эмоции, которые хочется сегодня испытывать. Начинаю быстренько скруглять все пересечения, которые у меня образовались именно в круге моего дня. Каждая ячейка, образовавшаяся, это событие, которое сегодня может случиться, или я хочу, чтобы оно случилось. У меня сегодня будут важные встречи, поэтому каждый из секторов я обозначаю именно тем событием и той встречей, которую я ожидаю, и закладываю исход, как бы мне хотелось, чтобы все оказалось и вышло наилучшим образом именно для меня. Вы представляете свои события в своем дне, каждое нейрографируете и представляете наилучший вариант, как бы вы хотели, чтобы все вышло для вас. Неважно, что это за событие, прям идеальный образ того, как бы вам хотелось, чтобы все произошло. Я закладываю все, даже помимо каких-то важных встреч и событий, элементарный поход в магазин, может быть, созвон с подружкой, поход на пляж, в общем, все, что будет в сегодняшнем дне. И программирую тот исход, который мне нужен. Я, как обычно, рисую карандашом, вы можете рисовать, чем вам хочется, какой инструмент вам наиболее удобен. И быстренько прохожусь. В моем случае у меня были кружевные скругления, я просто закрашиваю углы пересечения, которые у меня образовались. Следующий шаг. В виде абстрактной фигуры рисуем свое состояние сейчас. Вот прям как вы себя сейчас чувствуете, так и рисуйте. У меня получилась вот такая. Обвожу. И теперь, понимая, почему она выглядит так, что меня тревожит, если что-то прям чувствуете совсем сильное напряжение, какая-то тревога, даже паника, рисуйте осо отдельно и потом возвращайтесь к этому рисунку. Если как бы более-менее нормально, то тогда смотрим на эту фигуру, задаем себе вопрос, что конкретно я чувствую и чего мне не хватает до идеала, до идеального состояния, в котором вот этот мой день и все бы события получились именно так, как мне нужно. И заключаем нашу фигуру в круг, то есть обнимаем ее тем идеальным состоянием круга, в котором мы бы хотели пребывать. То идеальное состояние наше внутреннее, в котором как раз у нас получится день таким, каким мы бы его хотели видеть.
Теперь наша задача скруглить все ячейки, которые у нас образовались в круге нас идеальных. И работая, нейрографируя каждую из ячеек, представляем, что нужно сделать, какой нам сегодня нужно быть или каким, если вы мужчина. Какое это должно быть состояние, во-первых, чтобы получился день. Прям вспоминайте каждое из событий. Например, у меня сегодня важная встреча. Я думаю, так, я какой должна быть? Как я хочу, чтобы я реагировала на какие-то, может быть, колкости? Как я хочу говорить? Как я при этом хочу выглядеть? Как мне хочется, чтобы меня другие люди воспринимали сегодня? И пока все это нейрографируете, уже можете представлять, как вы хотите сегодня выглядеть, во что вам лучше всего одеться, чтобы день получился таким, как вы его хотите, чтобы он вам принес те результаты, которые вы ожидаете. Вплоть до того, какой парфюм мне лучше нанести сегодня, чтобы я производила нужное впечатление и на других, и сама чувствовала себя вот именно так, чтобы день сложился самым удачным для меня образом. Быстренько все закрашиваю, чтобы у меня не было никаких уголков, острот, явных каких-то углов пересечений. Если где-то, может быть, пропустила или скруглила, то по ходу дела доокругляю. Теперь вывожу быстренько линии фона, чтобы у меня не было столько проплешин на рисунке. Как всегда, там, где чувствую, что мне они необходимы. И все скругляю. У меня уже время поджимает, поэтому я быстренько зарисовываю, закрашиваю те пересечения, где прям конкретные кресты. Остальное, все, что меня не напрягает, оставляю незакрашенным. Это ничего страшного. Главное, что я все скруглила. И еще более главное, то, что я вошла уже в нужное состояние, уже понимаю, что мне нужно сделать. Сейчас после рисунка я достану свой банк достижений, точнее список достижений из моего ежедневника. Для начала прочитаю, войду в свое ресурсное состояние, а потом уже из него буду выбирать и одежду, и цвет помады на сегодня, и туфли, и прочее. Теперь я беру один единственный карандаш, это у меня будет желтый, и раскрашу потоками. Вот прям как идет у меня рука, так у меня и пойдет этот цвет. И заодно это у меня еще и будет и линией поля. Если у вас есть время, вы, конечно, можете посидеть, все красивенько пораскрашивать. Но в данной технике это не обязательно. Потому что она у нас очень-очень экспресс. Прям практически бегом-бегом. Главное себя настроить, почувствовать, что все, день уже успешен. И понять для себя, что сейчас нужно сделать еще в самом начале, чтобы он таким успешным и стал. Главную цель мы с вами достигли. Еще вот здесь хочется фигуру выделить. И в принципе все. Линии поля у меня вот эти широкие потоки. Фиксация нам здесь не нужна. И в итоге на все про все, на весь этот рисунок у меня ушло 12 минут. Ну все, нейрохудожница. Лично я настроилась, уже в нужном состоянии, готова ко всем событиям, встречам, клиентам, всем делам, которые я наметила. И главное, что этим рисунком я уже запустила программу, благодаря которой я неосознанно буду говорить, что надо, делать, что надо, реагировать на других людей, ситуации именно так, как нужно мне в контексте моего успешного дня. Все, всем отличных рисунков и пока-пока. Я еще даже не успела высохнуть. Вот такой быстрой у нас сегодня была техника нейрографики. Надеюсь, вы рисовали со мной, у вас получились классные рисунки, вошли в состояние, получили удовольствие, простроили то видение, какое хотите, чтобы был ваш день, какие результаты хотите от него получить. И после такого рисунка у вас точно все получится. Главное помнить про это состояние и действовать, реагировать из него. А у меня на сегодня все. С вами прощаюсь, побежала в свой успешный классный день. Вам хорошего дня и увидимся в моих других новых видео. Пока-пока. You can try to hide the